Всем привет! Гольф 3, 1.4 бензин, 92 год. Значит, владею этим автомобилем уже 5 лет. Хочу рассказать о нем. Двигатель. Значит, на гольфах вообще предусмотрено 12 силовых агрегатов. То есть на бензине и на дизеле. То есть в зависимости от потребностей потребителя бензиновые моторы 1.4, 1.9 литра мощностью 44-140 киловатт. Конкретно вот этот двигатель 1.4 бензин, 55 киловатт, 60 лошадей. То есть очень слабенький. Это самый маленький двигатель из всей линейки. Из-за того, что он самый маленький, соответственно, резвым его назвать язык не поворачивается. Этот двигатель подходит для спокойной езды по городу. Машина тупая, практически не едет. Расход, я бы не сказал, что у него очень маленький. То есть одни минусы. То есть если будете гольфа брать, не знаю как остальные двигателя, но этот точно не стоит брать. Вот двигатели. В городе где-то десятку он берет, то есть 10 литров. За городом где-то, литров 6-5, где-то вот в этом районе. В смешанном режиме где-то 6-7 литров, 8, когда как, короче. Ходовая часть, как и двигателей, была несколько вариантов. То есть были коробки 4-ступенчатые, 5-ступенчатые и автоматы. Конкретно здесь установлена коробка 4-ступенчатая 0.84. Плюсы ее какие? Она практически неубиваемая. То есть я даже читал на форумах, она очень крепкая. То есть ее убить... Я купил с разбитыми синхронизаторами, то есть передачи включались с хрустом. И отъездил, наверное, 3,5 года. Я ее пилил до последнего, то есть не жалел вообще. То есть и все равно ее не убить было. В итоге она вышла из строя. Это вот тяга, которая сцепление выжимать, вилка. Там она просто треснула. И то, в принципе, можно было эту тягу поменять и дальше на ней ездить. Купил уже другую коробку, поэтому уже, скинул. И коробку нашел вообще дешевую, то есть бэушного автомобиля снято. 5-ступенчатые. У них, если падает уровень масла, 5-я передача, шестеренка, она не смазывается и очень быстро выходит из строя. 4-ступенчатая коробка подходит для города, для езды по городу. По трассе, конечно, да, 80-90 километров. На спидометре уже за 3000, на тахометре уже за 3000 оборотов. То есть, конечно, и расход увеличивается, но по городу она идеальная коробка, я считаю. Подвеска, значит, у гольфа стандартная. Здесь вообще простая подвеска. Все элементарно, все просто. Амортизаторы. Задняя подвеска балка. Тоже ничего сложного. Здесь ни стабилизаторов нету. Шаровые наконечники, тяги. 2 сайлентблока. Все, вся подвеска. Передние тормоза барабанные, задние дисковые. Из минусов каких здесь? Шаровые наконечники нужно постоянно менять, потому что все, производитель непонятный, то ли китайцы, то ли кто там это все делает. Все вылетает. То есть раз в год минимум нужно менять. Постоянно нужно менять. Отсутствие гидроусилителя. Конкретно на этом автомобиле гидроусилителя нету. Это как плюс, что сама рейка дешевая, ее самому легко можно поменять, ее найти можно, то есть дешевле, ремонтопригодность, но минус, конечно, руль как в КамАЗе, не повернуть. И, соответственно, я не знаю, может быть из-за того, что гидроусилителя нету, ее разбивает быстро. Значит, 2 рейки у меня за 5 лет ушло. Не знаю, первая китайская, не китайская была. Вторая это вроде как оригинальная, то есть бэушные машины. Но пришлось поменять.
Подвеска, конечно, здесь как на табуретке все равно ездишь. Дубовая, это ничего не сказать. Просто дубовая. Ну, как и называют ее, табуретка. Очень жесткая. Салон автомобиля классический, то есть без каких-то изысков. Там, я не знаю, все стандартно. Что тут, там звукоизоляция какая-то. Возможно, на новом звукоизоляция была хорошая. Сейчас-то, конечно, ну, это полный шлак. Она отсутствует напрочь. Багажник у Гольфа тоже маленький. Ну, я бы не сказал, что он большой. По заводу написано 330 литров. Ну, я не знаю, есть тут 330 литров или нету. Ну, как бы, ну, для своего объема, конечно, возможно, это нормально. Складывается вот это сиденье заднее, то есть его разложить можно. Ну, и как бы объем увеличивается. То есть, если что-то такое габаритное, то, в принципе, перевести можно. Если его складываем, то объем увеличивается где-то в 2,5 раза. Кузов очень слабенький, конечно. Это вот один из самых главных минусов автомобиля. То есть ржавеет, гниет, все стандартно. Слабые места, как у всех автомобилей. Арки страдают, низ дверей страдает, пороги. Я уже, кстати, переваривал их здесь. Вот здесь дверь вылетает. Ну и, конечно же, днище само. То же самое, постоянно. То есть надо следить за этим. То есть кузов так себе. Проблемный. Сейчас перечисляю все плюсы Гольфа. Один, я считаю, самый главный плюс — это простота его. То есть ремонтопригодность. То есть если у вас руки растут в правильное место, то в принципе здесь можно самому, при наличии гаража инструмента, то есть самому можно починить, мне кажется, абсолютно все. Ну, если, конечно, там электрику не брать, то мне кажется, можно поменять все. Второй плюс, который тоже, это проблема, что нет проблем с запчастями. То есть запчасти есть везде. В любом магазине, на любой разборке. Их очень много, этих гольфов. Их много на разборках, много в объявлениях. То есть найти бэушную деталь где-то какую-то, найти новую деталь, проблем нету. Много кто производит, китайцы производят. Единственная здесь проблема — это то, что оригинальные запчасти, немецкие, именно ваговские, они, конечно, дорогие. Цены на них кусаются. Третий плюс — это недорогое техобслуживание. То есть из-за того, что он простой, на СТО не так уж много денег просит, чем за другие автомобили. Багажник тоже можно считать за плюсом, потому что все-таки для его размера он нормальная вместительность. Хороший плюс еще — это дорожный просвет. Я еще сам его доработал немножко, конечно, то есть клиренс у него высокий, на самом деле высокий относительно других автомобилей. Это его стоимость на вторичном рынке. То есть, в принципе, если поискать, то можно найти более-менее живой экземпляр. Но это, конечно же, многое зависит от предыдущего владельца. Какие минусы у гольфов третьих? Один из самых главных минусов — это, конечно же, кузов, который ржавеет постоянно. Постоянно нужно следить, постоянно гниет что-то. То есть кузов. Второе — это подвеска. Дубовая, как на табуретке. Катаешься, жесткая очень. Каждый камень, каждая кочка, все чувствуется. Третье, ну это, конечно, что они уже все старые. И общая изношенность, усталость. То есть постоянно что-то вылетает. Постоянно что-то ломается. Конечно, ну, запчасти относительно дешевые, но все равно. То есть, ну, надоедает вот это все. Шумоизоляция. Ну, это тоже такой минус. Ну, конкретно для этого автомобиля он есть. Ну, если можно. В принципе, можно самому ее
или заказать где-то на фирме. То есть еще один минус — это мало места в салоне. То есть вот на втором ряду, где пассажиры сидят, там реально мало места, очень мало. То есть, ну, то же самое, это такой минус, кому как зайдет. Автомобиль реально дешевый в обслуживании. То есть, если у вас руки растут с правильного места, если вы там как-то нормально относитесь к ремонтам, к этим, ко всем, то, конечно, вот ремонтопригодность, доступность запчастей выше класс. То есть самому можно практически все отремонтировать. Ничего сложного нету, очень много места, очень доступно все, куча запчастей везде. Я думаю, что такой автомобиль пригодится как бюджетный вариант.